Друзья, всем привет! Вы смотрите спешл на Найзадай подкаст. Сегодня у нас очень необычные и интересные гости. У нас интересный формат. Обо всем этом чуть попозже. Представлю гостей. Алидар Утемуратов, глава Дар. Приветствую. Добрый день, Миша. Эдуард Базров, главный тренер Дартим. Всем салам алейкум. Шавкат Рахмонов, претендент на титул UFC. И Буржан Талиев, это спортивный директор команды Дартим. Всем привет. Вообще у нас классный формат, так как у нас, кроме того, что бойцовская лига, еще и IT-компания. Нам сегодня ИИ написал всякие интересные вопросы, на которые мы с вами поотвечаем. Но нельзя не обсудить историю о том, что Шавкату Рахмонову дали титульный бой. Это, наверное, такая самая главная новость для вообще всего спорта в Казахстане. И давайте сначала про впечатление об этом. Шавкат, я думаю, что стоит с тебя начать. Когда узнал, что будешь драться за титул, первый казахстанский боец вообще в истории UFC дерется, очень большое событие. Какие были у тебя ощущения? Да, конечно, очень рад, потому что это для меня честь представлять Казахстан. Но все фанаты ждут, все команды, и весь Казахстан ждет титул UFC. Это один из первых, кто я туда добрался и дошел до титула. Один шаг остался у меня. И этот бой выиграть и чемпионом стать. Я что могу, все сделаю, что в моих силах. Хочу всех болельщиков порадовать и свою команду, конечно. Спасибо всем большое за то, что поддерживаете и за внимание такое и за команду. Алидар было очень большое спасибо. Он всегда он, на связи со мной и во всех аспектах он меня поддерживает. Спасибо ему большое. У нас хорошая команда и дружно мы все общаемся. Очень приятно. Будем ждать, будем показывать. Бои будет ясно, кто из нас сильный. Но я хочу забрать этот титул. И все. Альдар, мы достаточно долгое время назад с вами тоже сидели в такой обстановке, общались о том, как быть секундантом у Шавката Рахмонова. То волнение, которое вы испытывали тогда, о котором вы рассказывали, и волнение, когда узнали о том, что он станет претендентом на титул UFC, насколько они вообще схожи или, наоборот, разные? Точно разные. Шавкат, наверное, одному из первых мне выслал объявление Дэна Уайт. С тех пор я еще не спал. Нормально. 2 дня? Да, уже 2 дня. А так, если говорить, первый раз действительно все было волнительно, но с тех пор, я думаю, я поработал над собой, уже готов к следующему вызову. Как Шавкат надо мной вчера, по-моему, разговаривали, шутит. Говорит. Я говорю, поспал? Он говорит, нет, тоже мысли, ответственность. Я говорю, а вы? Я говорю, тоже. Он говорит, вы-то что, не вы же деретесь? Не вам-то драться. Да, не вам-то драться. Я говорю, я тоже переживаю. Но мы готовы, как Шавкат говорит, давно к этому шли. Проделана большая работа. Поэтому сейчас готовимся. Самое главное, Бог даст, чтобы не было травм. И подошли к 7 декабря. В полном здоровье. В углу будете? Однозначно. Планы такие, да. Эдуард, для тебя тоже как тренера, мне кажется, супер событие. По сути, твой подаван будет драться в самой главной бойцовской лиге планеты. До этого у тебя были тоже очень классные успехи, когда Резабек стал первым чемпионом мира по вольной борьбе. Насколько тоже можно сравнить эти 2 события и насколько для тебя волнительно? Как говорится, мне не привыкать к таким событиям, так как я вырос в такой обстановке рядом с олимпийскими чемпионами, с 3-кратными олимпийскими чемпионами, с 2-кратными олимпийскими чемпионами, со звездами мировой борьбы. И в этой обстановке я привык, что каждую олимпиаду у нас у Остинской школы борьбы очень хорошие результаты, первые места. И это мое состояние, то, что я рос в такой обстановке. Оно как меня подковывает, конечно, в определенном смысле. И то, что в Казахстане уже определенные моменты были связаны с историей Казахстана. И первый чемпион мира, и ребята, которые показывали результат на высоком уровне. Но все равно с Шавкатом история это совершенно другое. Это совершенно другой, я думаю, уровень. Несмотря на то, что борьба — это олимпийский вид спорта, все-таки первый казахстанец, первый казах, который будет биться за титул, и который первый
может принести титул в Казахстан. Это, я думаю, на сегодняшний день в моей карьере это наивысшая точка, как говорится. Поэтому я тоже очень переживал, конечно. Ну, когда объявили о том, что уже Шавкат будет биться за титул, тоже так с трудом уснул, потому что это очень большая ответственность. Не только ответственность за Шавката, за команду, за Альдар Булатович. На нас сильно надеется наш основатель, всегда чувствую это и в голове держу то, чтобы не подвести в первую очередь нашего старшего. Потом есть очень много болельщиков, людей, связанных с нашей командой, с этим видом спорта. Поэтому очень большая ответственность. Но мы все делаем для того, чтобы забрать этот титул, этот пояс. Поэтому, я надеюсь, у нас все получится, так как Шавкат долго к этому шел. Я тоже, как тренер, долго к этому иду, к этим результатам всем. Поэтому, я думаю, Всевышний даст нам возможность завоевать то, что мы себе наметили, и стать такой причиной большой, чтобы массовость повысить в целом в стране, потому что если пояс уже Шавкат принесет, это будет другой уже, по-другому будет, это уже массовость появится, уже интерес, и турнир, скорее всего, проведут. Много всего откроется, много дверей, поэтому эта победа будет для всего Казахстана и не только для нас очень большой и знаковой. Я думаю, иншаллах, у нас получится это сделать. Бурджан, как спортивный директор Зал Дартим и человек, который постоянно находится рядом с Шавкатом, поведай, в какой он форме. И вот все говорят про волнение и про важность момента, но единственный ты в костюме сегодня. Подметили. Мы голосовали. Волнуется больше всех. Отрадно, приятно. Как бы ждали. Устно, понимали, что больше, скорее всего, мы подеремся. Но когда уже объявили, Дана Уайт, шеф, скинул сообщение. Не было предела, конечно. Поверить не могли сперва. Все так должно быть, значит, потихоньку, медленно идем к победе, к успеху. Ждем этот бой. Что все впереди. И все-таки как человек, который больше всего, мне кажется, времени после Эдуарда, наверное, а может быть, не после Эдуарда, находится рядом с Шавкатом, готов? Бауэр, наверное, Конечно. больше всего находится. Да, конечно, готов. Больше, чем. Надеемся, также точно, тихо переедет просто, и все. Без слов. Тихо переедет. Да, тихо переедет Белала, и все. Окей. У нас был и помощник, вернемся к началу нашего интервью. Мы хотим немножко Шавката показать с более обычной, для людей страны, не как спортсмена, а как обычного человека. Поэтому и нам подготовил разные вопросы, которые на этих карточках. Я думаю, что как раз Шавкат может начать, выбрать одну карточку. Карточки есть для всех из нас. Можно перемешать их, Шавкат. Держи. И не глядя вынь, и надо будет рассказать какую-то историю. Ты можешь показать в камеру, что там написано, и прочитать. Нелюбимое блюдо. Нелюбимое блюдо, да? Да. Я не знаю. Честно говоря, такого... Может быть, детство было Сейчас такого нет, конечно. А в детстве что было самое нелюбимое у Шавката Рахмонова? У меня было суп, который закидываете, как этот лук. Вот это. И морковь не люблю, когда мне добавляют. Это детство было. И жирную еду не мог кушать. Курдюк, туда-сюда. А так остальные все кушаю. Люблю вкусно покушать. А есть что-то такое, что в детстве не нравилось, а сейчас, наоборот, нравится? У многих людей, знаешь, так с оливками или с томатным соком, например. Не, с детства любил мясо, и до сих пор люблю. Вот так. А остальные не знаю, что там. Допустим, сейчас больше сладко надо ограничивать туда-сюда, такие моменты. А так все хорошо. У кого-то есть еще нелюбимое какое-то блюдо? Я не знаю. Альдар Булатович. Какой-то суп кремовый, по-моему. Да, я не люблю кремовые супы, наверное, да, правильно, Шавкат говорит. Я один раз услышал просто. Да, запомнил. Мне очень не нравится, когда в холодце куриные лапы торчат.
Холодцы. Это уже чересчур, не знаю. С куриными лапками. Это кто любит, интересно? Не, реально же есть такие люди. Просто в детстве всегда стоял на столе холодец, там куриная лапа. Блин, я думал, для кого это вообще? Блин. Ну, отец- китайцы лапы кушают в основном. Ну, у них вкусные, там в пакетиках они там продаются. Куриные ночи. Печеные. Бару у тебя? У меня такого нет, ну, наверное... Все, да. Да, все ем я. Ничего нет такого. Чтоб я прям не любил, не знаю. Ну, что-то по-любому же есть. Ну, давай, вытаскивай. Наполеон. Карточку? Давайте я лучше Давай, карточку. вытаскивай. Да, настало время карточки, да. Нелюбимое упражнение в зале. Приседать со штангой я не люблю. Самое важное упражнение. Самое важное я не люблю, потому что потом ноги Я даже не забиваются. знал, представь. И потом как больно ходить. Ему Вот, давать постоянно. А я, наоборот, ему приседаю, он только на меня смотрит, думаю, что он на меня так смотрит? еще планку не люблю. Я же... Некоторые стоят чересчур по, про два называют. по 5 минут. Это ты зря сказал теперь. Планку и приседать со Что ты штангой. любишь? А у тебя, Миш? Не знаю даже. У меня просто плохо, вот, например, бокс получается, и вот боксировать не очень люблю. Борьба вроде лучше идет. Бокс я люблю. У меня все упражнения, которые я делал, конечно, я их не любил, их приходилось делать. Но по идее человека, мое мнение, что он не любит, и это ему нужно. Допустим, балки, ноги тонкие. Ему надо качать ноги. Ну, серьезно, вот, просто как... Он покачает, у него нога там неделя болит, там, или, наверное, 3-4 дня болит. Ему надо качать. Ну, у меня тоже так, в принципе, так. Везде, что не люблю, меня надо делать его лучше. И тогда полюблю. Да, допустим, в детстве, когда начал заниматься, я особо не любил бороться. Потом пару раз у меня тейкдаун, и тяжело было. И потом думал, меня надо бороться, а то я проиграю. Вот так и полюбил борьбу, грубо говоря. Вот раньше не любил бороться, там, по вольным. Мне греблинг нравился, по вольной борьбе я особо не любил. Потом где-то начал тейкдауны пропускать, где-то тяжело было, потом я думал, надо меня бороться, а то я проиграю. Вот так. То же самое. Что, в принципе, кто-то не любит, ему, может быть, это самым необходимым вещом быть. Ну, я с ним, наверное, согласен. Это вот один из принципов у нас в компании есть. Комфорт, дискомфорте, поэтому как раз соответствует. Но из того, что, наверное, все так прям в комплексе, в целом не люблю, растягиваться. Прям больно. Ну, у всех, наверное, ты тоже... Не, растяжка нормальная. Так. Не, у всех растяжка хорошая, но... Ну, прям не у как... всех. Я сбал. У меня тоже плохая растяжка. Так, ну давайте. Что тебя бесит? Что меня бесит? Ну вот, когда, наверное, больше всего, если мы, наверное, на спорт, наверное, это когда, это, наверное, бесит или разочарование все вместе, да, это когда у человека есть талант, и, скажем, этот талант не в правильное русло направлен или полноценно не реализован. Вот это, наверное, не слово бесит, а больше такое разочарование. А какой-то пример можно? Пример можно. Я называть там не буду. Я думаю, у всех, наверное, есть спортсмены, которые там, да, наверное, не реализовались. У каждого, да, просто поименно сейчас, наверное, называть не будем. Вот. А в жизни тоже, наверное, таких ситуаций очень много. Да. Поэтому, наверное, то, что принцип трудолюбия побеждает талант, это, наверное, правильно сказать. Эдуард. Меня Похоже, человек, которого много чего бесит. Меня, да, очень сильно бесит, когда человек, он мечтает о каких-то поясах, медалях или о каких-то достижениях, и при этом он для этого ничего не делает и обвиняет тебя в том, что ты ему не уделяешь какое-то внимание. Я вообще такой человек, я вот не отторгаю. Если человек, он тренируется, он ходит, просто я ему внимания не уделяю столько, он должен заслужить столько, насколько он хочет, к примеру, да. Если я вижу то, что он не хочет, и у него не во главу угла не стоит спорт и какой-то результат, и что-то еще, я потихоньку от него отдаляюсь, да, даю ему задания, даю ему общую работу, но меня бесит то, что вот человек на самом деле в первую очередь сам себя обманывает и думает, это никто не видит,
Поэтому, прежде всего, надо быть честным с самим собой, чтобы не бесили меня просто. Окей. Тебя что бесит? Меня что бесит? Или кто? Все, да? Ну, что касается работы, наверное, я с Эдуардом больше соглашусь. Когда, мы ребятам больше объясняем, когда мы на него тратим и время, и свое внимание, и средства, и ресурсы. А он, когда возомнил себя как бы там звездой, и мы понимаем, что он может и пропускать, и опаздывать, и какие-то искать для себя отмазки, там, опоздал, здесь не пришел, там, работать надо. Но при этом хочешь, чтобы к нему внимание было такое повышенное, да, там, вот я такой, вот у меня такой-то рекорд, и вот вы мне должны столько много, а сам при этом, там, наверное, заблудился. Ты, наверное, больше боль, ты, наверное, про боль рассказываешь. Не, правильно говорит Богдан, потому что ребята, на примере, если Шавката взять, Шавката, Асу, Фанили, допустим, Шавкат как пришел в первый день, в том же режиме и тренируется, да, еще больше тренируется, наоборот, там, и Асу, больше заставляем их, наверное, отдыхать, чем подгоняем их, да. А Богдан про другие случаи говорит. Шавкат, тебя удивляет еще, что ребята, не достигшие твоего там уровня, да, условно, уровня Асу, не попавшие еще в UFC, начинают в какой-то момент пропускать там тренировки или, не знаю, как-то к тренерам относиться посредственно? Это от человека зависит. Что-то говорит тяжело. Если кто-то хочет успеха добиться, ему надо пахать, стараться вообще тренировку не пропускать. Ты в таком уровне находишься, если ты средний, тебе надо постоянно быть в форме. Хоть ты как бы лучший в мире, но все равно тебе надо пахать и понимать, когда у тебя бой должен и когда ты должен подготовку начинать. А так постоянно тоже отдыхать тоже неправильно. Но отдыхать тоже надо. Организм, чтобы восстановился, там, морально, чтобы психологически ты был готов к бою. А так все надо вовремя делать, надо просто. Если ты где-то какие-то моменты будешь опаздывать, ты просто можешь не успевать. Вот так. Это я добавлю дисциплина, в первую очередь. Потому что здесь и дисциплина не только в плане тренировок, это и вне тренировок. Как ты время проводишь, как ты питаешься, да, как ты свое свободное время проводишь, с кем общаешься. Поэтому это тоже очень важно, потому что многие мне задают вопросы, там, и в начале было, там, да, все время говорили, особенно кто постарше, смотри за Шавкатом, чтобы там вся эта знаменитость ему голову не скружила. Я всегда отвечаю, говорю, все хорошо, Шавкат в этом плане молодец. Очень семейный. Когда познакомились, только начинал свою семью, сейчас уже 4 детей. Меня догнал, скоро уже обгонять собирается, поэтому, то есть, наверное, для ребят, если молодых, такой, наверное, если брать Шавката как пример, это не только тренировки, не только дисциплина на тренировке, но это дисциплина во всей своей там повсеместной жизни. Вот. И здесь это очень важно. Без дисциплины никуда. Наверное, интервью Баяна Маратовича недавно смотрели, он рассказывал, да, сколько там Шавкат пахал, сколько занимался, сколько трудился там. Я думаю, что у него точно от этого никаких хороших, приятных воспоминаний нет. Но зато мы видим результат. Да. Приятно? Почему нет? Приятно сейчас, наверное, да? Приятно сейчас, тогда не было, конечно. Человек-то не понимает. Тренер есть тренер. Баян Маратович всегда как бы строгий был. Он сейчас строгий. Он сейчас строгий. Он, кстати, тоже поедет с тобой. Да, иншаллах, я как думаю, углу будет тоже вот Альдар Булатович, Баян Маратович и Гефенерхуф. Они троем как раз будет, думаю. Потому что Баян Маратович тоже заслуживает. Он вот недавно получил визу. Он желает быть. Да. Он желает, но, думаю, никто не будет против сам. Потому что он такой человек, который очень много мне помогал и как бы поддерживал. Мне как бы очень приятно будет, если он будет находиться в углу и подсказывать мне. Я, наверное, тогда давай расскажу, как мы познакомились. Да. Когда команду создавали, да, Дартим Про, в начале, и вопрос стал, кто будет главным тренером. Естественно, Баян Маратович. Вот, с ним встретились. Он сразу сказал, я, говорит, возглавляю сборную, говорит, никак не смогу. Поэтому, говорит, давай я помогу по методологии, программы мне различные скидывал. Вот. И как раз ковидное время было.
И вот он мне там объяснял, как аэробные, анаэробные нагрузки делать, там, расписание по тренировкам, как подводиться там в первые недели, там, в пике, до боя. Поэтому даже по его нескольким программам там пробовал заниматься, чтобы на себе это прочувствовать. Но поэтому Баян Маратович очень грамотный тренер в этом плане. Все знают. И он сразу мне сказал, так, у меня к тебе, говорит, там просьба есть, давай, говорит, у меня боец есть, Шавкат, я хочу, чтобы ты... Вот, дальше он уже выходит на профессиональный уровень, совсем нужен другой подход. Вот так мы с Шавкатом и познакомились. Первое время Баян Маратович проводил тренировки, я тогда вот... Мы все, наверное, прочувствовали, как Баян Маратович тренировки проводит. Все очень строго, дисциплинированно. Поэтому... Кстати, если хотите больше узнать про Баяна Маратовича, на YouTube-канале Найза ТВ большой есть с ним подкаст «Один на один без перчаток» с Викторией Говорковой. Обязательно посмотрите. Я посмотрел, и мне очень понравилось. Такая минутка рекламы. Шавкат, и еще хотел, чтобы ты чуть раскрыл момент. Ты, когда занимаешься в зале Kill Cliff, большинство ребят оттуда дерутся в UFC, кто-то выступает в PFL, в Bellator. Вот если сравнить их подход уже состоявшихся звезд и вот там молодых ребят, которые тоже там, ты видишь, да, например, тренируются в Казахстане, вот звезды UFC, они тоже вовремя приходят там на тренировки, там выкладываются полностью на тренировках, или все-таки уже в таком статусе кто-то начинает кайфовать, назовем это так? Таких я как бы там немного был, как бы подробно кого-то там сказать не могу. А так, когда им дают бой, они постоянно в зале, грубо говоря, постоянно тренировки не пропускают. Но когда их боев особо нет, они тоже как бы более... Некоторые расслабляются, там, не знаю, один тренировку делают и как бы пропускают, отдыхают. Это как бы... там более как бы профессионально подходит, более ответственный, если бой, надо готовиться, как бы все откладывает, короче, вот так. Там и уровень бойцов, все лучшие бойцы мира, поэтому атмосфера соответствующая. Да, мне интересно, чтобы услышали молодые ребята, что профессионалы на высоком уровне тоже соблюдают дисциплину, потому что, наверное, многие думают, что ты уже можешь дойти до какого-то уровня и дальше уже кайфовать, наверное. Нет, вот здесь ни времени кайфовать нет, поэтому если начнешь, то сразу... я думаю, остановишься в своем развитии. Эдуард, тяни карточку. А теперь... Вы представляете, что это же сколько аналитиков смотрят Шавката, да, там прогнозируют, под него готовятся. Поэтому это же... Самая запоминающаяся уличная драка. На самом деле в детстве, как раньше так же было, травили, там, стреляли, там, старшие, там, братья, там, разные, там, много. И борцы тоже сами по себе такие, пусть каждой тренировке мы там дрались, там, туда-сюда. Да, против боксеров. Да, кто сильнее, чья школа сильнее, кто в классе. И у нас там город на сторонке поделен, там разные районы по-разному называются, и друг другом постоянно там бывали стычки. В хорошем смысле, как бы, этого слова, там не было там всяких дубинок. Просто один на один дерешься. Выиграл, там дальше пожали руки. И вот у меня там был сосед, он мой друг был, он был боксер, его Эрик звали. И вот не хотели мы, и нас, и с семьями мы дружили, как бы, и мы не хотели с друг другом драться, и нас все равно заставили один раз. Он меня ударил один раз, и я не дрался с ним, короче. Я уж как бы, так закончилась драка. Вот эта драка у меня самая запоминающаяся была, наверное, в 8 или в 9 классе была. Это, можно сказать, даже не драка. Но он потом вообще так переживал, то, что он меня ударил, а я ему не ответил, он там ходил, там, плакал, извинялся, там, туда-сюда. Никто не выходил, не говорил, не держите нас за пацанов. Да, и вот это я запомнил. А так драк много было, не знаю, там разные были. По голове ногой ударить, там такие звуки. Вот такой. Опять ты в этом фокусе. Разные были там моменты. Да, там. Да, я могу рассказать, что я вообще в детстве пытался особо не драться много. Да, драться было интересно, потому что общение, плохого не было. Общение Просто решает, кто сильнее, то сильнее. Я реально пытался общением решать, но бывало, приходилось. И у меня была одна драка с парнем, вот из-за девочки подрались. Да. Мы уже довольно взрослые тогда были. Я его, я в принципе-то неплохо дрался. И сейчас тоже, мне кажется, есть еще у меня порох, но я ему разбил нос, мне так жалко его стало. Короче, кровь пошла, и уже не мог бить его. И он меня побил, потому что у него была кровь, мне просто не хотелось трогать его даже. Вот так проиграл. Видите, девушка так, да. Кровь идет всегда.
Ну, я часто дрался, детство часто. Бывало такое, что я вообще как бы не хотел драться. Прям так. Не знаю. Такое ощущение, что когда человек каждого начинает травить, то у него желание пропадает, оказывается, драться даже. У меня бывал такой, старший брат, кого видели с ним, хоть там 2 года, 3 года, без разницы. Я никогда не отказывался и дрался. И вот это, как скажем, потом человек такой чуть-чуть возрастному до такой степени дошел, я не хотел вообще драться. Вот. Желание отбили. Постоянно. Вот. Кого увидит, все, на улице. День может, 2-3 раза можно подраться, понимаете? Вот. Кого увидит, потом уже на улице нет соперников, я победитель. Там все, хожу нормально. А так куда-то пойду, я там сразу увидит. Ты будешь драться? Вот какого года там? Да, 2 года, 1 год старше. Давай, все, пошел там. Тап-тап-тап-тап. Короче, они смотрели, у меня характер был такой сильный. Не сдавался, до конца дрался. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Я всегда переживал в детстве, что у меня нет, наоборот, старшего брата, потому что у нас на районе все говорили, у меня есть старший брат, типа, если ты меня побьешь, у тебя проблемы будут. А теперь я понимаю, что старшие братья, наоборот, травят. Окей. Курьезный случай в зале. Это тебе же? Да? Ну, я всем просто Все. открываю бумажку. Расскажи просто курьезный случай. А я могу вот рассказать случай, когда я Шавката, помнишь, спарринг по очкам, я его обхитрил, ты снимал еще. Да. Интересно. Ну, в общем, он пропустил. Я Единственное, могу потом видео покажу. Он пропустил удар, после чего говорил, так нечестно. А какой удар был? Перчаткой по лицу просто. Перчатках были боксерских. Эдди, курьезный случай в зале. Курьезных случаев у нас каждый день хватает, конечно. Каждый скорее день всего. Смешной, курьезный или... Есть такой, Давай смешной. смешной. Один раз парень приседал, и и он что-то с весом не справился, и решил штангу скинуть не назад, а вперед с ней ушел. Я такие видео видел. И там это еще было, скамейка была, и вот через скамейку на штангу гриф прокатился через голову. Было очень смешно, конечно, он мне жив, было всё смешно. в порядке? Да, нормально. Живой? Да. Нормально? Да, живой, все нормально. Такой, и курьезный, и смешно. Смешно тоже, с одной стороны, с другой стороны тоже. Честно говоря, смешно было. Я как-то в зале тренировался и решил заминку сделать, гиперэкстензию. Я уже уставший был после той же тренировки. Стал делать гиперэкстензию, забыл ноги, закрепить. Просто стал делать и забыл, что ноги надо закреплять. И, упал об гриф. У меня вот шрам на лбу есть. Ничего Не знаю, видно или нет. Вот. Об гриф? Не об гриф, не знаю. Об Да, угол. может об гриф или об угол, да. Шавкат, у тебя что-нибудь интересное было в зале? Веселое? Я не знаю такого особо. Давно не было. Все Планомерно. планомерно вот так. Профессионал. Шавкат, тяни тогда следующую. Да, я тяну, да. Еще по кругу, да? Детский страх. Детство я вообще, честно говоря, ночью выходить на улицу очень сильно боялся. Детский страх у меня, вот это. Если, честно говоря, маленький был. Когда, если один где-то оставался на улице, я плакал прям. Маленький ребенок боялся темноты, потому что пугали меня там всякие там штуки есть там всякие там демоны туда-сюда, вот так. За это боялся. Ночью даже бывало
уборную сходить, как бы, на улице, далеко не ходил, короче. Честно говоря, до такой степени был. Потом вот возрастом, когда старше становился, как бы, больше, как бы, ничего уже, как бы, боязни нет, там, могу один, как в горах ходить туда-сюда, вот, уже такого нет. А так в детстве очень сильно боялся. Вот это именно самый мой страх был. И как бы боялся еще этого. Где-то, если порежу, там, боялся, там, умру. Потому что этот старший брат и говорит, а вот тебя сейчас кровь там все вытекет, и все, короче, у меня страх сразу, вот они виноваты, короче. Вот они жестокие были. У меня был детский страх, посмотрел тогда фильм, был «Челюсти», про акулу. И после этого, я не знаю, до определенного времени, даже, по-моему, до взрослого возраста, ныряешь, и надо в очках посмотреть, что под водой. У нас, я на Кавказе, там, в Осетии родился, вырос. У нас такой напряженный постоянно там, такая красная точка. Там, у нас постоянно были там военные действия, столкновения, потому что границы у нас там, много границ было там. И у меня постоянно страх был, то, что постоянно танки ездили, БТРы там, с пулеметные там, всякие ракеты там. Бывало такое даже, что на крыше пули там, близко вот падали. Поэтому у меня страх был, вот, чтобы война там, вот это все, с этим всем связано. Сейчас кто-то захватит, там кто-то приедет, там что-то взорвет. У нас там то базар взорвут, то школу захватят. Поэтому вот это все с детства как бы перемешалось в голове. У меня это темноты, это все для меня как бы не было. Там темнота, там это... Именно вот это страх у меня с 90-х годов, 91-92, вот до 2000-х, наверное, у меня сохранялся то, что самое главное это мирное небо над головой. А вот война это очень страшно на самом деле. Вот этот страх у меня был очень такой сильно развит в то время. Мне вообще, тоже никогда не снились кошмары какие-то там с монстрами, с какими-то вот такими демонами, но мне постоянно снится кошмар, даже сейчас, что я не сдал, не смог диплом получить, хотя я уже 2 высших получил, вот, не знаю почему. И каждый раз я просыпаюсь иногда в поту и такой думаю, я вообще закончил универ или нет? Не могу. Хотя вообще пофигу, я не по профессии работаю. Но постоянно у меня вот эта вот мысль. И вот... Может, надо 3 получить? Возможно. Я просто 2002 были просыпаюсь. те? Я для этого 2 получил, чтобы не было этого, в голове конфликта какого-то. Но в итоге не помогло. 3, может, и поможет. Не, может, это вот как раз долгожданная IT-специальность? Может быть. Я же и так айтишник по первому образованию. Про это... Математик, программист. Не знаю, почему-то вот такой вот странный кошмар. Не понимаю, в чем дело. Буран, скажи честно, как ты ничего не боялся? Не, вот такой детский я не помню страх. Такому уже 10, 11, много ударов пропускал, но это вылез. Змей тоже не боялся? Страха нет. 13-15 лет, когда мама шла на собрание, и вот она оттуда возвращалась, когда самый вот этот ужин, это самый страх был, потому что она тихо в кухню заходила, двери они закрывали, и она отцу все говорила, как пожалуются на меня, и когда он говорил, Бергель, вот это самый большой страх был. Думаешь, с первого собрания, когда мама заходит, на ее настроение смотришь, что она... Если она с тобой не разговаривает, ты попал, короче. Если она... То есть ты по своей учебе ты не понимал, попадешь ты или нет? По поведению там она говорит, все, твоя мама будет, да. Обязательно она. Если она ее не будет, я сама к ней приеду. Я же вот так, когда меня вот так в школе пугали, там по биологии, у меня проблемы с геометрией были всегда. Еще там поведение плохое было, мы там учительниц доставали. Это не детство уже. Не помню. 8-9 класс. Вылетел это 8-9. И вот только боялся собраний, родительских собраний, что-то придут. Пару раз чуть пораньше это вылетел, да? Я не помню, это что было. Теперь ты... Первые заработанные деньги. Шавкат. Шавкат у тебя. У меня... Что там? Первые деньги я сейчас помню. Базар. Да, базара, наверное. Выгружал арбуз. Что еще мог? Мне надо было физически работать. Больше ничего так. Мы недавно мяч кидаем друг другу. И он так четко кидает его, прям ровно-ровно. И он не может ловить, ему лицо попадает, он так... Он тяжелый же мяч в спортзале. Это фитбол. Да, он его... Я думал, что обычный футбольный мяч, ты не можешь поймать. Где он научился? Он говорит, бабка, я когда
арбузы разгружал, говорит, в Караганде. И, говорит, я мастер спорта был. Я же вот так. Они, оказывается, кидали там за 10 метров. Он там дальше вот так. 5 метров. Лев Яшин тоже тогда, по-моему, учился ставить на ворот. Он арбузы... У него были разные, я знаю. Не, вообще Узбекистан Да. носил удар. Ну, у меня в этом плане, как у многих, кто в советское время вырос, наверное, первые деньги заработаны были, это сдавали бутылки. Кстати, Стабильный доход был. Мы в селе у нас падалицу сдавали, бутылки сдавали, металл сдавали. Ну, так, то же самое. Вы все сдавали, это металл сдавали. Металл, да, это как его, алюминий, медь. Потом вот это же есть же, вот ходили вот... И мейки вы распиливали, да? Вот это есть же на Новый год ходишь же в гости, там, сею, вею, посеваем, с Новым годом. Да, ходили же. Там Ты тоже, с января да, стучишь же. Старый Новый год, Казах Новый год, потом старый Новый Рисом год, там посыпаешь, собирали. конфеты там, вот, дадут. вот такие всякие. Ну, это Крестит тебя, я же в подъезде, крестит. А так, бутылки сдавали, да, стабильно. Вообще, как бы, таких-то, конечно, трудом, когда зарабатываешь, это, как бы, читается, я думаю, вот, допустим, я там летом работал, и вот сентябрь, вот, когда в школу ходят дети, вот, тогда я себе форму покупал, вот, который мог бы собрать деньги, и, как бы, и мне хватать, и семью чуть-чуть давал, чтобы там, не знаю, на хлеб, может, что-то такого. А так, который, конечно, там бутылка или там сходил, там, сдал и тебя как этот, вот это есть, ватные там, это тоже бывали у нас. Это особо я не считал. Это самый первый зарабатанный деньги, я как бы физически там, даже на работу не брали, старался, да, работать, как бы помогать, вот, физически нагрузка была всегда, вот, как бы. А со скольки лет, кстати, ты... Ну, где-то в 8-9 класс учился, уже тогда я начал работать. Себе как бы школа формал, чтобы зарабатывать, ходить, вот так. Не, я бутылки раньше сдавал. Плачем новостройки уже работают подсобниками, да? Ну, может быть, это у кого какой судьба будет, а так все там. Дети начинают там... Не, ну раньше куда уже В совсем. третьем классе в юном возрасте. собирал деньги в третьем-четвертом классе. Куда деньги дел, те деньги? Куда дел? Четвертый, пятый класс. Какие? Четвертый, пятый, шестой класс, седьмой. Не, деньги не... У нас в школе никогда не собирали деньги. Такого не было. Не, до того, как на базаре, я говорю, ты же все равно что-то тоже было. Нет. Бутылки, не бутылки. По мелочи же там на одно мороженое хватило, что-то такое. Да, это как бы не считать там зарабатанные деньги. Ну, когда стоящее ты купил, вот тогда считается, думаю, так. Металл Не, нормально. я в этом плане, Понимаю. я помню, один раз я столько бутылок накупил, что потом маме какие-то дорогие духи купил. Ну, я долго их копил, эти бутылки. У меня балкон составлен был. Сейчас уже с этим говорить, у нас тоже такие были схемы в детстве с этими бутылками. У меня мой одноклассник, он понял, что, ну, ты несколько приносишь бутылок и просто ими стучишь и говоришь, там, например, 20. Ну, вот просто так 20 раз стучишь, у тебя 3 всего их. Но стучишь, как будто ты ставишь 20. А продавец смотрит, такой говорит, хорошо, там 20 копеек. Не знаю, сколько они стоили уже тогда. Ничего себе. Такие схемы. Мне стыдно сейчас говорить, но это он придумал. Я был рядом, но я, согласен, сообщником был. Но... Отдельно. Сейчас бутылки еще принимают? Не знаю, кстати, мне кажется, что нет. 1000 хочу сделать. Сейчас точно принимают макулатуру. Но... Что такое? Ну, бумагу. Бумагу. Бумагу принимают. Металл сейчас хорошо принимают. Металл, да, точно принимают. Металл. Медь нынче. не. Медь. Тоже, да, ну, это тоже детство бывало. Всех, наверное. Провода очищать. Провода. Медные Где тазы. увидели, вот так доставали, потрогали, ток есть или нет. Серьезно, было это как бы не... Всех, наверное, да. Ну, тазы хорошо брать. Медные. Нет, Давай, металлом. да. вытаскивай. Я же вытащил, по-моему. Да, уж пошли же. Не, вы Ну, давай. как раз Эдик Самый ужасный спарринг. со мной, наверное, с кем еще. Ну, да. А так, ну, не ужасный, но расскажу прикольный, наверное, спарринг такой. Жандарбека как раз все знают, нашего промоутера. Матчмейкер легендарный, Да, матчмейкер. А, Он как раз начинали там грантовую программу, и изоляция. А он же один из первых, да, Да, играет? он один из первых. Ну, вот. Он, видимо, не знал, или, по крайней мере, он так это говорит на то время, кто я, и мы как-то дошли, менялись спарринги. Вот. Я смотрю, он же серии много любит, руками, ногами. Ну, вот в одну точку человек отходит, и понятно, что пустую. Я останавливаю, говорю, ну, подсказываю ему, он так по сторонам озирается, смотрит, видимо, ну, где тренера. Я не могу понять,
куда назираться? Я говорю, слушай, я же тебе объясняю. Как-то. Ничего себе. Прямой удар. Хорошо, я в шлеме. После этого работу получил. Не, ну и потом уже, понятно, я тоже включился и так далее. Ну, пусть сам расскажет, чем закончилось. И после этого, ну, нормально, я так Жандарбека лучше узнал, он меня. Какой самый у тебя был ужасный спарринг? Я не помню, честно говоря. Так. У нас... Что-то, если не получается, для меня это ужасный спарринг. Я помню, мне Муратбек Сабай же рассказывал, что... Ну, сейчас он уже понимает твой уровень, а в свое время, когда он говорит, вы в самом начале тренировались, он говорил, что очень удивлялся, что когда у тебя что-то не получается, ты потом до конца тренировки будешь оставаться и говорить, нет. Нет, в этом плане он еще боремся, пока не выиграем. Да. Это не важно, тренировку, если что-то не получается, будет сидеть. Я один раз притащил эти датчики, ну, не датчики, а приборы, которые... На стене, которые вот эти, да? Да, меняют цвет там по различной программе. Именно, ну, я-то весовая категория меньше, естественно. Ну, и понятно, что должен быть быстрее. А у него же в голове другое, там, я там старый, там, или я не знаю, что он думает. Я раз ему быстрее, он говорит, да нет, не может быть. И я не знаю, сколько мы по этой груше там били. Ну, завязали ее этими датчиками. В конце я уже все, уже стал, у меня руки не поднимаются. Ну, все, он пока вот не добил, пока не улучшил время, не успокоился. Да, есть такой характер, когда с кем-то борюсь или с кем-то спарринг будет. Если он как бы на равных идет, кто-то должен же выиграть, там, не знаю, вот, тогда начинать до конца, кто пока не сдался. Хорошо, когда бывает тренеры разнимают и все там. Помнишь, на велике едем? Да. Он только начал учиться, топим, он меня обгоняет. Я ему еще говорю, ты вообще знаешь, куда ехать? Он говорит, нет, я говорю, куда лезешь? Он всех обгоняет. Не, пару раз упал, потом понял. Да, потом упал. Я буду сзади аккуратно ехать, короче. Не топить, короче, вот так. Но такое есть у меня, допустим, как скажем, я всегда говорю, проигрывать вообще не люблю. Дух соперничества. Вообще проигрывать не люблю во всех. Если где-то кто-то меня злить будет или что-то будет, какие-то слова говорить, я вообще принципиально с ним буду играть. Хоть какой-то там игра будет. Вот. А если там по шутке, там проиграл, там футбол даже, допустим, если кто-то даже в футбол играет со мной, там начинает жестко и хочет выиграть или доказать, что он лучше, у меня начинает вот тогда включаться там сразу там начинает. А если там спокойно, так я особо не реагирую. Если кто-то там хочет показать себя сильнее или как бы умнее, вот этот момент у меня сразу начинает соперничество вот так. Эдуард? У меня не было спарринга, всю жизнь боролся. Ну, по борьбе же тоже спарринги, схватка. Ну, так особо что-то вспомнить. Курьезный, да, какой-нибудь? Самый сложный. А самый сложный, ну, у меня... Я 12 лет с Артуром Борисовичем Таймазовым провел вместе, с трехкратным олимпийским чемпионом. У нас... Он готовился на Олимпийские игры, мы сделали схватку, 0-0 закончилось. Я круг делаю, он мне говорит, а что ты, говорит, ты стоял? Я говорю, ну, 0-0 же как бы счет. Значит, мы оба стояли. Мы еще одну схватку делаем, опять 0-0 закончился. И третью схватку тоже сделали. 3 схватки сделали за одну тренировку. Так, не знаю, так кто бы сделал, кто делал. И 3 вот так схватки у нас было. Как бы, не знаю, такая... принципиальное противостояние у нас с ним в зале было. Ну, хорошо. С ним набрал я, с ним много чего узнал, поэтому хорошо, когда такие есть ребята, как Шавкат, которые многому могут научить ребят в зале, которые принципиально до конца идут. И если получится, что хотя бы кто-то может выдержать такое давление, то значит, он будет расти тоже. И сейчас многие ребята, сейчас я подключаю тоже, Шавкатом работают, и вот прям они в восторге. И у них желание появляется больше, и набирают они хорошо, поэтому вот самая такая у нас схватка была. 3 раза боролись. Я вот следующий вопрос хочу передать Бауру. То есть про спарринги вы у меня не будете... Ну давай. Шучу. Причина заняться спортом. Видишь, думай долго. Ну, как, не знаю, себя в форме поддерживать. Ну, сейчас модно заниматься спортом. Сейчас модно не пить, не курить, а заниматься спортом. Так что, ну, это...
Ну, успех приходит как бы к целеустремленным, к подготовленным. Когда спортом занимаешься, ты становишься сильнее. Когда ты становишься сильным, ты становишься уверенным. Когда ты становишься уверенным в себе, тогда ты становишься успешным, богатым, здоровым. Ну, сейчас я считаю, это основная причина заниматься спортом. Шавкат. Я, не знаю, с детства люблю спорт. Как бы люблю соревноваться. Мне нравится как бы физические нагрузки. Там, конечно, иногда надоедает, но а так... Ну, в его случае спорт — это работа. Ну, работа, пока не имею работы, конечно, это моя работа. И нравится мне это быть как бы. Не просто так соревноваться, выигрывать. Вот и все, в принципе. Давайте дальше. Ну, если для молодежи, то занятие спортом причина, я думаю, самое главное. Первое — это здоровье. Второе — это однозначно это хорошо влияет на характер, особенно если достигаете в спорте каких-то там высот, потому что это приучает вас справляться с давлением, с другими факторами. И третье — это спорт. Хорошая возможность для приобретения новых друзей, общения и более такой, наверное, активной жизненной позиции. Эдуард, как тренер. Можно быть знаменитым, богатым, можно быть в разных областях мысления, здоровья. То это все как бы отходит на второй, третий план. Поэтому умеренная нагрузка, умеренное занятием спортом — это в первую очередь здоровье человека. Это социальный лифт. Человек может, если профессионально заниматься каким-либо спортом, он может достичь успеха, чтобы реализовать себя в жизни и заработать на себя, на свою семью. Если как вот хорошие спортсмены есть, знаменитые, которые добились всего, они уже обеспечили себя, своих детей, свои семьи, поэтому в спорт никакого минуса нет. Но если, конечно, не перебарщивать тоже, потому что профессиональный спорт, он калечит. Есть очень много травм, поэтому если заниматься правильно, дозированно и с нужными людьми, то можно достичь тех целей, которые себе наметил человек. Ты в конце таким грустным тоном сказал, что вообще спортом не хочется заниматься. Не надо перебарщивать просто. Да, я в какой-то момент оставил спорт, потому что, много работы, и надо все равно выбирать, и семья, и, на зал надо тратить время. У меня родился сын, и он большой такой крупный богатырь родился. Я просто понял, что тяжело стало уже носить его даже. Он реально очень такой, крупный. Он в отца моей жены пошел, а он такой большой дядька. И я понял, что если сейчас не буду тренироваться, опять не вернусь, то потом будет с воспитанием проблем. Миш, ты к вопросам хорошо подготовился, я смотрю. Родил сына. Прям четко, прям. Это же его работа. Да. Вот, поэтому, как минимум, да, чтобы себя держать в форме, спорт — хорошая история. А так вообще в зале весело, если есть время. Да, последний, по-моему. Очень. Что там? Последняя, самая сложная работа в вашей жизни? Самая сложная работа в нашей жизни? Да, самая сложная работа, которая была, в жизни. Я даже не знаю, вот я пытаюсь вспоминать. Мне очень сложно было... Я много очень работ поменял в жизни, и мне сложно было работать, наверное, менеджером по продажам бетона. Сложная реально работа. Вот, потому что все хотят там, на какие-то объекты себе завести плохое качество бетон и пытаются купить его по дешевке, а потом может дом там сломаться. И тебе надо балансировать. И вроде и продать его надо, но надо, чтобы и люди потом живы остались. Очень сложная работа. Хорошо, что я больше там не работаю. Борьба, она самая сложная, наверное, для меня. Я привык, люблю это. Не знаю, мне всегда сложно, потому что я стараюсь вкладываться на все 100%. А кроме борьбы? Кроме спорта я нигде не работал. Нигде никогда. Я всю жизнь в спорте. Я 6 лет как начал, всю жизнь в спорте. Металл сдавал далеко. Прикольно, что у тебя самая сложная и любимая. Прикольно, что у тебя самая сложная работа и любимая. Да, я же говорю то, что я люблю свою работу. Она сложная, конечно, но если человек, я думаю, находится в том месте, где он должен находиться, любит свою работу, она хоть и сложная, но есть результат, когда есть развитие, то человеку легко и преодолевать всякие трудные задачи, сложности. Поэтому спорт, скорее всего, самое сложное. У меня больше ничего не было.
Ну и металл. У меня самая сложная работа, наверное, сложная, наверное, в таком психологическом, наверное, там настрое. В начале своей трудовой деятельности меня заставляли заниматься вот учетом бухгалтерским, финансовым, там, управленческим. Я вот очень сильно это не любил. Вот. Наверное, вот для меня это было сложно. А так все остальное в плане работы мне нравится. Шавкат, как человек, который на базаре долгое время работал, можно сказать, что это самая сложная работа? Мне спорт тяжелее. Ну да, когда Спортом заниматься тяжелее. Когда тебя бьют и душат. пинают коленом, локтями. И хотят, типа, как бы ноги сломать, не знаю, там, руки, там, болевые, надо оттуда выходить, не терпеть, это тяжело. Самый сложный, мне кажется, для меня это спартак. Это как Эдик говорит, когда ты в постоянной форме, постоянно пашешь, вот люди-то нас видят чисто, когда мы отдыхаем, в залах-то постоянно не ходят. Иногда думаешь, почему сами не выходят и там умничать, занимать спортом. Если вот такие как бы правильные вещи говорить. Говорить-то легче как бы. Это мы ездили недавно в поездку, ну и напряженные были дни, и позволили себе чуть расслабиться, на самокатах там покатались. И кто-то, я не помню, в комментах пишет, там, почему не тренируются. Ну, тренировки мы просто не показываем, да. Да, вот так. Ну, вот люди там говорят, там соперник Шавкат там слабый, там Шавкат сейчас Белал выйдет, там выиграет, а срочно туда-сюда. Я говорю, базара нет, вот такие уверенные, да. Меня приходится драться там. Напрягаться мое, еще не чувствуете вот такие там. Я никогда выходил, даже с кем бы не дрался, я никогда его недооценивал. Это самая моя как бы нелюбимая вещь, получается, кого-то недооценивать, понимаете? Когда выходить, надо холоднокровно и как бы жестко. Ну да, на таком уровне. Если где-то будешь там не чувствовать, там играться, и все, короче, один удар, и, короче, ты дома. Вот так, домой поедешь. Да, тем более чемпионский титул. Это быть собранным. Но для меня это самое тяжелое, это как бы заниматься, себя заставлять себя как бы какие-то там привычки, чтобы было там учиться там туда-сюда, вот таких. Вот. Буржан тоже, наверное, человек, который поменял много работ. Я непродолжительное количество времени работал в органах внутренних дел, в полиции. Это была для меня нелюбимая работа. Из-за этого там я недолго работал. Она была сложная, я не хотел туда ехать, там, развод. И для меня это было самое нелюбимое. Ну, считаю, самое сложное, потому что я не хотел туда ехать. Ну, вот, коротко. Считается. Да, ему как раз идет такой работа. Его должен быть. Друзья, надеюсь, вам понравилось то, что сегодня у нас происходило. Мы попытались вам немножко с другой стороны показать Шавката Рахмонова, претендента на титул UFC в полусреднем весе. Бой состоится совсем скоро на UFC 310, так что вы не забывайте за Шавката топить. Смотрите на Изадай, и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Очень было приятно общаться. Давайте, удачи всем. Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте сотрудничать. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.